Был ясный и солнечный день в небольшом приморском городе. Наталья, женщина 40 лет, в простой одежде, выцвевших джинсах, базовой футболке и старом пиджаке, шла по оживленным улочкам. Ее волосы были собраны в небрежный хвост, и на лице не было следов макияжа. Однако в ее взгляде ощущалась уверенность и достоинство. Она остановилась перед элегантным кафе, фасад которого был украшен стеклянными витринами и изысканными колоннами. На фоне ее скромного вида это заведение казалось слишком роскошным. Наталья глубоко вздохнула и шагнула внутрь. Внутри кафе сразу на нее обратили внимание. Местные посетители, одетые в дорогие костюмы и платья, косились в ее сторону. К ней подошел официант, высокий мужчина с высокомерным выражением лица и жесткой осанкой. «Могу чем-то помочь, мэм?» С оттенком презрения спросил он. «Добрый день, я бы хотела столик. Я жду своего мужа для важного обеда», — вежливо ответила Наталья. Официант осмотрел ее с головы до ног. «Извините, все столики забронированы», — сухо сказал он. «Но я вижу свободные места», — заметила Наталья, оглядевшись. «Эти столы зарезервированы для клиентов с бронью», — резко перебил он ее. «Наверное, вам стоит искать что-то попроще. Здесь не ваше место». Недалеко от Натальи тихо рассмеялась пара дам, сидящих за соседним столом, поглядывая в ее сторону. Наталья сдержала волну раздражения и сказала: «Мой муж забронировал столик. Вы можете проверить под именем Волков?» Официант притворился, что проверяет бронь, но через несколько секунд сообщил: «Ничего не найдено. Как я уже сказал, мест нет». «Но он уверял меня, что бронь есть». На этот раз Наталья повысила голос. «Прошу вас покинуть заведение, мэм. Наши клиенты ожидают определенного уровня обслуживания», — холодно произнес официант. Наталья почувствовала, как ее лицо заливает волна стыда, когда все взгляды в ресторане устремились на нее. В этот момент подошел охранник с угрожающим видом. «Хорошо», — сказала она сдержанно. «Я подожду снаружи». Она вышла и села на скамейку, ощущая смесь унижения и гнева. Несколько минут спустя мощный звук двигателя привлек внимание прохожих. Роскошный черный автомобиль остановился у входа. За рулем был Александр Волков, один из самых известных предпринимателей в регионе. Он вышел из машины в безупречном костюме и подошел к Наталье. Обняв ее, он прошептал: «Извини за опоздание, дорогая. Ты готова к нашему юбилейному обеду?» Все взгляды прохожих устремились на пару. Он в идеальном костюме, она в простой и скромной одежде. Александр взял Наталью за руку, и они направились к входу в кафе. Официант, заметив их, побледнел и поспешил к двери, поправляя галстук. «Сэр Волков, как рад вас видеть», — произнес он с натянутой улыбкой. Александр, не обращая внимания на его смущение, холодно сказал: «Полагаю, моя жена уже была здесь сегодня». Официант замялся. «О, да, конечно, все в порядке. Ваш столик лучший, как всегда». Наталья сжала руку мужа, прося его не продолжать разговор. Александр продолжил: «Моя жена занимается благотворительностью и работает над социальными проектами, помогающими многим семьям. Мы отмечаем нашу годовщину, и она пришла сюда прямо с работы. Очевидно, произошла ошибка». Менеджер ресторана поспешил подойти и, узнав Александра, извинился. «Простите за недоразумение. Мы с удовольствием обслужим вас за счет заведения». Александр ответил сдержанно: «Я надеюсь, что больше не будет случаев, когда людей оценивают по внешнему виду. Наталья выбрала это место для нашего праздника. Но, как вы видите, ошиблись в оценке». Наталья с улыбкой коснулась руки мужа. «Давай лучше пойдем в другое место. Это не то, что мы хотим для нашего вечера». Они покинули кафе, а Александр кивнул и добавил: «Люди должны понять, что ценность человека не в том, что он носит». Позже, во время ужина в другом месте, более уютном и простом,
Александр рассказал Наталье, что купил заброшенный участок рядом с общественным центром, который они давно планировали для расширения своего социального проекта. Наталья была тронута до слез. «Это изменит жизни людей», — сказала она, сжав руку мужа. Тем временем видеозапись их инцидента в ресторане стала вирусной в соцсетях, а люди начали поддерживать их действия. Все это привело к неожиданным результатам, от новых пожертвований для их проектов до партнерства с другими организациями. Александр и Наталья вместе с Антонио, владельцем ресторана, в котором они ужинали, начали расширять свою работу. Антонио предложил им помощь в организации кулинарных курсов для нуждающихся. Вскоре к ним присоединилась Юлия, официантка из ресторана, где Наталья столкнулась с унижением, и теперь она помогала в их социальных проектах. На этом их путь не закончился. Инцидент привел к большому общественному движению, направленному на борьбу с дискриминацией по внешности. Наталья и Александр смогли обратить внимание на важные проблемы и через свои поступки вдохновили многих на изменения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.